Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Как вы догадались, сегодня у нас придорожная кафешка. Надеюсь, будет не так, чтобы очень сильно шумно. Что нам здесь в ней понравилось? Ну, прежде всего, это есть жареный угорь на гриле. Окей, ладно. Но здесь, можно сказать, один из самых дешевых хот-потов. Он неплох, он стоит всего 120 тысяч. Насколько он неплох, мы узнаем чуть позже. Короче говоря, здесь дешевые, интересные блюда. Как, знаете, и должно быть в придорожной кафешке. Короче, давайте смотреть, что у них есть. Более того, у них даже есть аквариумы. Это что-то потрясающее. Выбор, правда, не богат, прям скажем. Грядет весна, и не успеешь дух перевести, как на календаре 8 марта. А это что? Это подарки, это внимание. Но знаете что? Это же все можно делать уже сейчас. И вообще без повода. Начните с мелочей, с чего-то вкусного. Закажите своим любимым женщинам просто так, прямо на работу, их любимые роллы или пиццу на обед. Да хоть суп с морепродуктами. А на корпоратив девочкам в офис можно оформить большой заказ заранее. И про себя не забудьте, вы же тоже должны что-то есть. Тем более, что в доставке еды Foodband скидка на все заказы и на любые блюда по моему промокоду Костян25. Скидка многоразовая, хоть каждый день радуй себя и ее. Готовят и доставляют круглосуточно, даже в праздники. Чем больше заказ, тем больше скидка. В меню Foodband много разной пиццы. К примеру, и классика, и необычные новинки. Тем, кто тесто не ест, берем покеболлы с лососем или креветками. Или, если любят рыбку и морепродукты, добавляй в заказ роллы и суши. Ну а чтобы согреться, горячие блюда со сковородки. Вок, лапшу, мясо, курочку. Вот пицца с пастрами, например. В Италии этот деликатес очень ценят. Устрой ей римские каникулы. И про супы не забываем. Еще не настолько тепло. Самое главное, не забывай писать мой промокод Костян25. Это скидка на все заказы. И приятного аппетита. Мы сегодня с Романом поназаказывали разного. Что-то он заказал, что-то я. Первое, как обычно, у нас жареный рис и лапшичка. Это да, вы знаете, что мы много раз это заказываем, но в каждом месте они чуть-чуть немножко отличаются. Давайте попробуем по-быстренькому жареного резца. Он у нас должен быть с морепродуктами. Сейчас посмотрим. Да, креветка, кальмар. Вот в наличии, пожалуйста. Давай что-нибудь еще изнутри. Да, все перемешано, все как положено. Роман, а ты тогда и к лапше тоже приступай. Она с говядиной. Если так посмотреть, то креветка встречается. Кальмарчик тоже имеется. Порезано достаточно мелко, но вот да, креветки достаточно крупные тоже имеются. Ну, короче говоря, все, что надо, тут есть. Каждое из этих блюд стоит по 69 тысяч донгов. Нормально. Это вкусно. Единственное блюдо, в котором допустимо, а нам что-то еще несут, да, пожалуйста. Единственное блюдо, в котором допустимо что-то не в плане свежее, а не из аквариума, это, конечно же, морепродуктовый рис. Здесь небольшие кусочки. Здесь, пожалуйста, пускай будет вчерашняя замороженная креветка и так далее. Это замечательно, это вкусно, это здорово. Пожарено отлично. Единственное, что мне в рисе здесь не хватает, это хрусткости. Все-таки здесь рис использовали сегодняшний, только что сваренный, вот это вот все. А все-таки в классике используют вчерашний, который чуть-чуть обветрился, и вот чтобы он такой хрусткостью обладал. Да. А еще ложка кривая. Как в «Матрице».
Роман, что у тебя по лапше? У меня все шикарно. Здесь много говядины достаточно, и овощи очень быстро обжарены, то есть они остались и хрустящими, и в соусе так соус их обволакивает, то есть все прям вкусно сочетается и есть баланс. Мне очень понравилось. Давай махнемся блюдами. Я здесь съем пару лапшичек, а Роман тем временем навернет резца. Ну, мясо-то, конечно, пожевать. Но мне, кстати, говядина нормальная попалась. Может, там разные куски какие-то. Давай попробуем. Я скажу так. Вот рис, его не бывает риса быстрого приготовления. Ну, в любом случае, он либо пропаренный, для вас уже подготовленный и так далее. А вот лапша быстрого приготовления все-таки имеет значение. Дешевая лапша, подороже лапша. Здесь самая обычная вот эта вот дешевская лапша. Поэтому почему они в одну цену, странно. Видимо, из-за говядины и морепродуктов. Скажем так, как блюдо мне нравится жареный рис больше, а вот набор овощей намного лучше, конечно же, в лапше. Здесь и салат бок-чой, здесь и кинза. Или сельдерюха, это не знаю. Сельдерюха. Говядина, ну да. Вот, правильно Рома говорит, некоторые кусочки хорошие. Мне просто первый, видимо, не очень такой попался. Лапшу чуть-чуть бы, знаете ли, посерьезнее такую, и тогда бы вообще претензий не было. А так, да, здорово. Вон, Роман, хорошую плошку риса навалил. Как тебе рис? Рис вообще офигенный. Нормально, да? А по хрусткости? Да просто не добавили вот этого взорванного риса, а так это, ну, блин, нормально. А так нормально. Ну, по цене обычное дело, да, вполне. Короче говоря, это именно тот самый уровень придорожной кафешки, за которым ты заходишь. Нормально. А также у нас сегодня есть донат. Энди присылает 5000 рублей и пишет: спасибо за контент и за консультации в ноябре. Вам огромное спасибо прежде всего за поддержку. Да, сейчас очень много уже туристов обращаются, приезжают, не только консультации получают, но и конкретные результаты по поиску жилья и прочего, и прочего. Ребята, все контакты существуют у меня в Телеграме, обязательно туда пишите, и спасибо вам огромное за поддержку. У нас тут вышла забавная ситуация, а именно... Вы знаете, когда я смотрю такой, написано «Лондон», я такой, ну, угорь на гриле. Отличие в одной букве, и это для вас превращается в жареного гуся. Серьезно, просто одна буква. Вы увидите различия сейчас, не мудрено перепутать. Короче говоря, мы сейчас пока тут пытались разобраться с тем, что это, как это так получилось, и в итоге выяснили, нам... почему-то, откуда-то, неизвестно откуда, принесли вот такой комплимент. Потрясающе, классно и здорово. Пока это все горяченькое, давайте и попробуем. Давайте. Вот так вот устричку. С ноги. С ноги. Снимайся. Вот она. Вот так. И водичка. Сразу же можно сказать, она не пережаренная. Вы знаете, это неплохо. Сначала немножко сырка, и это, слава богу, не та самая дружба, это что-то другое. Пожалуйста. Соусы нам еще поднесли. И после этого вот этот сырок пропадает, приятный, вполне себе. И там устрица. Почитай, сырая. Роман, обязательно рекомендую тоже попробовать, а я вот этого гребешка. Тут и арахис, тут и жареный лучок, ну и, очевидно, маслица. Сейчас так сразу и съедим. А комплимент-то доставляет. Молодцы. Слушайте, это, наверное, чуть ли не один из лучших комплиментов, которые я до сих пор встречал. Ну, это просто потрясающе. Во-первых, замечательный совершенно гребешок.
Его самого я особенно не почувствовал, ну, потому что очень много приправ. Сам гребешочек малюсенький. И здесь лук, арахис, масло. Довольно соленое все это дело. А вот что касается устрицы, неплохой сыр, неплохая смесь. Наконец-то нет вот этого сырка дружба вкуса, знаете ли, приторно такого вот... Здесь неплохой сыр. Такое впечатление, что они растопили чеддер с мазиком. Вот это похоже на этот сыр. А это хорошая смесь. Я абсолютно не против. Роман, давай. И того, и другого. А то я знаю, ты сейчас на устрицу там начнешь гнать чего-нибудь еще. Вроде против гребешков ты никогда ничего не имела. На устрицу периодически гонит, да? Ну, вы знаете. Ну и, Роман, мнение ваше по... Ну, давай с гребешка начнем. Гребешки, вот эти маленькие местные, они, как и везде, если не передержать, они отличные. Здесь все супер. Да, на мой взгляд, тоже начинка. Ну, короче говоря, это достаточно стандартная вещь. Попробовать ее обязательно здесь стоит. Увидели, взяли. А что по поводу устрицы, Рома? И устриц тоже они отлично приготовили. Что касается вот этой заправки в виде сыра, ну, она примерно такая же, как и везде. Отличие в том, что она не сладкая, потому что больше стремится она сладкая, а здесь она с ароматом сыра все-таки. Здесь хотя бы есть солененькая сыр. такая. Да, то есть она приятная из-за этого. Ну, действительно неплохо. Очень неплохо, молодцы, сделали хорошо. Может быть, здесь даже и никакого мазика нет. Может быть, просто накидали, значит, вот этого сырка, чеддера, похоже, да? Ты согласен, что это чеддер? Не-не, там чеддер и что-то еще добавлено. Ну и да, вот что-то еще. Ну, короче говоря, их секретные, так сказать, ингредиенты расплавили. Все здорово, все красиво. Претензий никаких нет. Кто-то подъезжает, а у нас гусь впереди. Давайте приступать к гусю. Блюдо интересное. Мы уже с Ромкой по одному кусочку съели, так что, когда видите это блюдо, имейте в виду, что на 2 кусочка здесь уже меньше. Мы не держались просто. Выглядит гусь интересно. Это филешечки. Кое-где недорезанные даже. Гусь недорезанный. Да. Смотри. Вообще нормальное количество. Я бы даже сказал очень нормальное, потому что мы с Ромкой, опять же напомню, по кусочку уже съели. И здесь, смотрите, и снизу-то есть. И, ну, короче, это очень и очень неплохо. Осталось заценить на вкус. И вот так вот с парочкой ростков лука. Это мощный вкус. Гусь копченый. Я не знаю, хорошо или это плохо, он достаточно сухой. В данном случае, вот в блюде, когда это вот так вот выглядит, мне казалось, что он должен быть все-таки понежнее. Ну, на мой исключительно взгляд. Потому что, когда ты заказываешь закуску, да, это один вариант. А вот так, ну, здесь как будто бы вот он должен только-только быть поджаренным. Ну, на мой взгляд, опять же. Это вкусный, подзажаристый, копченый. Скорее всего, даже где-то подвяленный гусь. Вкусно, без вопросов. О, а вот это особенно вкусно. Кто знает, тот знает. Нет, все, ребят, у меня никаких претензий к этому блюду нет. Особенно, просто сначала я такой смотрел, ну, салатик. Там понежнее должно быть что-то. Нет. Здесь достаточно агрессивные все вкусы. Здесь много чеснока, здесь много лука. Здесь залито все острым вот этим маслом и перцы и так далее. Это именно что закусывательное блюдо. Это не полноценная еда, а это вот можно взять до одному под напиток, и ты, пожалуйста, сиди, отдыхай, и все, здорово. Никаких претензий. Это закусочка для спортбара, да и где угодно, это кайф, это здорово. Цена в 120 тысяч за такое количество мяса меня крайне устраивает. За такой вкус, опять же, меня крайне устраивает. Роман, пробуй, ждем твоего мнения. В спортбарах мы давненько... Давай, помогу. В спортбарах мы давненько не бывали, но, на мой взгляд, подай мне там
и особенно если это не в 3 раза дороже будет, а вот именно в эту цену, никаких претензий. Я с удовольствием буду наблюдать матч своей любимой команды и вот такое вот закусывать. С лучком, Ром, и со остротой. Ты видишь, там посыпано. А головочки лука, вы же знаете, это отдельная моя любовь. Так что я всегда таю, когда вижу это в блюде. Я помню, что перед этим мы такое же блюдо, похожее, пробовали, когда были в Ханое. И я отчетливо помню, там был мощный химозный аромат вот этого дыма. Жидкий дым. Жидкого дыма. Вот здесь такого нет, здесь он очень приятный и нежный. А что касается закуска это или полноценная еда, вот ты знаешь, я бы это съел как и под пивас, например, и точно так же с рисом. Вот тут мне точно так же... просто риса нет. Ну да, тут просто риса нет. Потому что вот куча там подливки вот этой, чесночка обжаренного, это тоже все подойдет и под тот же самый рис. Я очень доволен. И, наверное, это, знаешь, одно из лучших блюд за последние много обзоров. Ну, да, по крайней мере, это необычно. Кто-то, знаешь, в начале ролика посмотрел такой, так, опять рис, лапша. Началось. А в данном случае, да, это здорово и классно. Необычно, интересно, вкусно. Это все, что требуется от места, куда ты пришел вкусно поесть. Да? Поехали далее. А вот оно. Уже почти закипело. Давайте закинем траву и всякое. Morning Glory. И кабачок. А вот у нас уже все и забулькало. Давайте накладывать. Самое главное, помимо овощичек, господа, это, конечно же, здесь. Да, вы узнали. Это они самые. А бульончик-то, ребят, непростой. Не только с зародышами. Здесь еще и котлетки крабовые. Бонрио. Вот они. Вот так. Прежде всего, в бульоне и супе Бонрио это важен бульон, конечно же, и вот эти вот крабовые котлетки. Я не знаю, что скажет Рома. Он у нас не любитель вот этих вот землистых вкусов. А по мне, это очень и очень неплохо. Вкус мощный, насыщенный. Давай-ка я. Morning Glory с лучком. Да, там еще чеснок замешан. Вы знаете, ребят, это очень неплохо. Что касается зародышей. Давайте посмотрим поближе, я покажу свои любимые части. И да, у меня тоже есть части, которые я отсюда не люблю есть. Это перья, это головы, это клювы. Давайте разберем яйцо. Вот так вот это выглядит. Вот этот белок и вот этот желток, и вот здесь еще желток, я съедаю в обязательном порядке. То есть вот это, ребята, вот эту часть, это must have, это очень приятно. А вот эту вот часть, ну вот отсюда еще желточек можно вот так вот оп-оп-оп снять. Вот. А вот эту часть я не люблю. Это тот самый зародыш. Тут, ладно, разгребать даже не буду. Ну, короче говоря, это тельце, как вы видите, вот он клюв несостоявшегося, соответственно, зародыша. А вот это вот, ребята, очень и очень вкусно. И именно в состоянии, когда ты вынул это из зародыша. Давайте-ка я выключу заодно у нас тут горелочку, чтобы лишнего не кипело. Не хочу, чтобы вдрызг кабачки разварились.
Желток приятный, хороший. Он насыщенный. И вы знаете, он чуть более, если хрусткий, можно так назвать по отношению к желтку. Потому что вот обычно ты желток ешь, ну просто вареный, я имею в виду, когда он, знаете ли, в кашу превратится, если ты начнешь его жевать. А этот все-таки распадается на частички. Ну и самая главная моя любовь, конечно, это белок вот этого зародыша. Угу. Это, знаете ли, господа, пластилиновый хрящик. Это интересно, это классно. На мой взгляд, ничего ужасного в этих зародышах нет, ну, кроме вот той части, которую я и сам всегда оставляю. Кабачок. Надо сказать, да мы, наверное, если передержали, то совсем чуть-чуть. Трава, Morning Glory. Тут даже много у меня, ну ладно. С этим хот-потом абсолютно все в порядке. Полностью я доволен, потому что я, во-первых, очень люблю суп Бон-Рио. Во-вторых, я ничего против не имею зародышей. В-третьих, здесь неплохой набор специй, трав и всего остального, поэтому это вкусно. И в конце концов, в-четвертых, цена в 120 тысяч, ребята. А 120 тысяч – это самый, наверное, дешевый хот-pot, который здесь можно попробовать. Сколько этих было зародышей, там я не знаю, я не считал. Давайте ради интереса мы это попытаемся быстренько сделать. Вот я нашел третий, вот он четвертый. Да, и вот он пятый. Да, 5 штучек получается. Вот мы 2 съели, Рома еще не доел, и 3 плюс там плавают. Ну и здорово, ну и хорошо. По крайней мере, на мой взгляд, это получается так, что ты взял один этот хот-pot. Кто не хочет зародышей, пускай не ест. Ты ему сам почистил, вот эти вот части попробуй, вот эти части не стоит попробовать. Бульон вкусен, бульон вот этими котлетками крабовыми прекрасен. Да, Ром, если ты скажешь что-то плохо, то ты мой враг на всю жизнь. Профессора Преображенского, помнишь? Если вы мне скажете, это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь. Ну скажи, что это плохо. Это плохо. Ну, слушай, я не могу оценить, хорошо это или плохо, потому что я просто не перевариваю вкус и аромат супа Бон-Рио. Это, например, вот, если ты не любишь блины с красной икрой, ты же не скажешь, хорошо их или плохо приготовили. У меня то же самое с этим супом. Давай, твое объективное мнение, только с другой стороны, не такое восхищенное, очевидно, как мое. Мне понравились зародыши, потому что мне они всегда нравятся. Здесь они не успели пропитаться ароматом бульона, поэтому прикольно. Поэтому понравились. Да. Хорошо. Что касается, вот ты говоришь, я не люблю землистый вкус, я бы здесь, не то чтобы поспорил, я просто считаю, что у этого бульона не землистый вкус, потому что землистый вкус я наоборот люблю, я каждое утро чай такой пью, пуэр, может, слышал? Ну, пуэр знаю, Вот. конечно. А здесь мне этот аромат напоминает что-то испортившееся Рисовые поля. и протухшее, как будто бы, вот что-то такое. Поэтому мне Как он готовится с рыбным соусом. вот рыбный соус-то он мне нравится тоже, а здесь в целом какое-то смешение ароматов такое, что у меня вызывает чувство, что это пропало. Вот поэтому я не могу это есть. Может быть, у каждого все свои соображения на этот счет. Кстати, Morning Glory немножко этого и выдает. Ты не замечал, нет? Нет. Ты Morning Glory часто готовишь? Вот Нет. не добавляй мы Morning Glory этого бы аромата, скорее всего, про который ты говоришь, не было бы. А вот давай абстрагируемся. Вот смотри, как получается. Зачастую я какие-то вещи людям, значит, рекомендую и говорю, да вот надо попробовать. Здорово и хорошо. А ты вот на свой вкус и говоришь, нет, это вот я не буду, это вот я не хочу. А вот попробовав это, ты бы порекомендовал людям все-таки заценить, оценить, провести тест в конце концов? Ну, естественно, я бы порекомендовал, потому что многие, например, не любят оливки или сыр с плесенью, а я вот его обожаю. И тут пока не попробуешь, не узнаешь. Поэтому, если будете, обязательно пробуйте, вдруг это покажется вам
очень-очень вкусным. Как мне, например. Поэтому в данном случае Роман хотя бы не говорит о том, что не приближайтесь к этому. На мой взгляд, сегодня... А что у нас сегодня? Ну, кроме лапши, наверное, все остальное было здорово и замечательно. Особенно меня комплимент удивил. Давайте подведем итог по обычной забегаловке у дороги. По большому счету, здесь и рассказывать особенно нечего. Интересное. Хорошая забегаловка, где умеют и знают, как готовить. На мой взгляд, ну, да, недорого и вкусно. Дай бог во всем Вьетнаме, чтобы ты так заезжал и пробовал. Мне здесь понравилось. Местечки есть и внутри. Не обязательно сидеть прямо снаружи. Поэтому, да, потише, если захотелось, и чтобы тебя ветром не обдувало, мы сели исключительно для антуража. Чтобы у вас бэкграунд, так сказать, красивенький был. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Давайте подведем итог по обычной забегаловке у дороги. Дому дороги. Дому дороги. Скажем так, рис мне здесь нравится больше, а набор овощей мне нравится в лапше больше. Нет, плохо как это сказать? Ага, все. Скажем так, само как блюдо мне нравится рис больше, а вот набор овощей лучше значительно. Подожди, я опять запутался, да? Нет? Правильно все я говорил? Сейчас положу сюда.